Это мой самый частый ужин. Готовлю его 3 раза в неделю, и семья все равно просит добавки. Сегодня покажу, как приготовить ужин, от которого невозможно оторваться. На холодную сковородку выкладываю тонкие ломтики бекона. Пусть прогревается постепенно, так жир выйдет равномерно, и бекон получится вкусным и хрустящим. Пока бекон жарится, мелко нарежем лук. Обожаю этот момент. Бекон шипит на сковороде, лук хрустит под ножом, аромат уже просто сногсшибательный. А что ваша семья больше всего предпочитает на ужин? Какие вы любите рецепты? Поделитесь в комментариях. Переворачиваем бекон. Посмотрите, какой он румяный, золотистый, просто идеальный, хрустящий, ароматный. Удержаться, чтобы не попробовать, почти невозможно. Жарим бекон до золотистости с другой стороны, чтобы он прожарился равномерно. Перекладываем готовый бекон на бумажное полотенце. Пусть впитает лишний жир. Но не выливайте жир из сковородки, на этом беконном масле сейчас все будет жариться, там и есть весь самый вкус. На эту же сковородку выкладываю куриные бедра. Запах стоит просто потрясающий. Приправляю курицу солью и черным молотым перцем. Ничего лишнего, только базовые специи и хорошее настроение. Иногда простые сочетания дают самый вкусный результат. Обжариваем курицу до румяной корочки с одной стороны. Не трогаем ее, пока она не подрумянится хорошо. Именно так получается сочная и ароматная курочка. Затем переворачиваем. Посмотрите, какая она золотистая. Если любите такие простые ужины в одной сковороде, поставьте лайк, мне будет очень приятно. Теперь приправляем курицу с другой стороны солью, черным молотым перцем. А теперь добавим щепотку итальянских трав, орегано, тимьян, базилик. Сразу такой средиземноморский аромат, просто потрясающий. Обжарили курицу до золотистой корочки с другой стороны и перекладываем на тарелку, пусть отдохнет. Курица еще не готова, чуть позже мы с вами доведем ее до полной готовности. Отправляем в сковородку, где жарилась курица, нарезанный лук и обжариваем 2 минуты. Лук сразу впитает в себя все ароматы бекона и курицы, это золотое правило вкусного соуса. А пока жарится лук, мелко нарезаем чеснок. Дополнительно еще измельчим чеснок, порубим его помельче. Обожаю этот момент, только начинаешь резать овощи, и кухня наполняется теплым ароматом. Так пахнет настоящий домашний ужин. Добавляю чеснок в сковородку к луку, немного соли и перца по вкусу и обжариваю буквально 30 секунд до аромата, чтобы чеснок не подгорел. Отставьте сковородку с луком в сторону и нарежем грибы. Я сегодня взяла смесь грибов, у меня коричневые шампиньоны и белые. Нарезаю их крупными ломтиками или разрезаю мелкие шампиньончики пополам. Отправляю грибы в сковородку, не перегружайте сковородку грибами, пусть они хорошо подрумянятся и станут золотистыми. Добавляю к грибам щепотку соли, это поможет грибам выпустить влагу и подрумяниться. Жарю 5-7 минут, и они станут золотистыми, сочными и очень ароматными. Только посмотрите, вот этот момент – чистое удовольствие. Пахнет невероятно. Теперь нарежем бекон, который мы с вами обжарили до хруста. Перекладываем его на доску и рубим при помощи ножа. Хруст, аромат, удержаться просто невозможно. Половину бекона добавим в соус, а остальное оставим для подачи. Или просто похрустеть. Мы с вами тоже люди и любим всякие вкусняшки. Добавляю бекон в сковородку к грибам. Теперь все объединится, копченый вкус, грибы, чеснок, и сюда же вливаем сливки. Аромат просто сводит с ума.
Только посмотрите, как красиво. Соус становится нежным, густым, шелковистым. Это тот самый момент, когда нужно добавить немного тимьяна. Добавляю свежий тимьян. Если у вас нет свежего, замените его сухим, но я рекомендую готовить со свежим. Аромат потрясающий. Сюда же вливаю куриный бульон. Это сделает соус более легким и нежным, чем если только приготовить его на сливках. Теперь в наш соус мы возвращаем курицу, чтобы она дошла до полной готовности. Тушим еще примерно 15-20 минут. И если вы считаете, что этот рецепт заслуживает того, чтобы поставить ему лайк и поделиться им с вашими любимыми друзьями, не стесняйтесь нажать кнопочку «Поделиться» и подписаться. Так вы точно не пропустите самые вкусные и полезные домашние рецепты. Только посмотрите, какая золотистая курочка, нежные грибы и сливочный соус. На вкус невероятно нежно, сочно, и этот бекон добавляет тот самый хруст, который хочется почувствовать в каждой ложке.